Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать очередную мою авторскую разработочку, потрясающую ленту или тесьму с бисера. Перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить. Можно бисер любого цвета взять, так же как и пряжу можно взять любого цвета. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров 50 граммов, крючок 1,4. Присоединяйтесь. Вяжется просто, смотрится потрясающе. Начинаем выполнение с 4 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Далее я выполняю цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И далее я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок. И теперь смотрите, я ввожу крючок в шестую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот моя шестая петля. Выполняю столбик с накидом. Далее выполняю еще один столбик с накидом. Всего я должна выполнить 5 столбиков с накидом. 2 я выполнила. Третий столбик с накидом я выполняю с бисеринкой. Я подтягиваю бисер, который предварительно нанизала на рабочую нить. Видите, образовался небольшой такой узелочек. Подтянули. Далее накид на крючок. Я ввожу крючок в воздушную петлю и выполняю столбик с накидом с бисеринкой. Далее ровно 2 столбика с накидом. 1 и 2. Выполнили. Вот такое начало у нас с вами получилось. Далее первый ряд готов, и второй ряд мы выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Арочка из 5 воздушных, работу разворачивая. И я просто ровно провязываю 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И третий ряд мы вяжем как первый, то есть с бисеринкой. Первый столбик, второй, третий с бисеринкой у нас с вами. Подтягиваем. Столбик с накидом, да, с бисериночкой, и просто 2 столбика с накидом. 1 и 2. Выполнили. Мы продолжаем нашу работу. И смотрите, я выполняю теперь очень внимательно 3 воздушные петли. И далее выполняю еще 9 воздушных петель. Арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. И ввожу крючок в мое вот первое, помните, маленькое такое колечко, которое мы с вами сделали. И выполняю столбик без накида, пропустив арочку. Далее я работу разворачиваю. И смотрите, очень внимательно здесь я нахожусь на изнаночной стороне работы. Я подтягиваю бисеринки и буду выполнять полустолбики с бисером
Но моя задача, чтобы бисеринки находились на лицевой стороне моей работы. То есть они будут у меня в данном случае за работой. Я подтягиваю бисеринку и выполняю накид за бисеринкой. Далее ввожу крючок под арку и выполняю полустолбик с бисеринкой. Видите, поскольку я нахожусь на изнаночной стороне работы, то моя бисеринка, вот она, за работой. Всего я должна выполнить 9 таких полустолбиков. Первый готов, и теперь считаем. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой полустолбик и 9. Выполнили. Далее очень внимательно. Вершинка моего столбика. И помните, мы вначале выполнили 1, 2, 3 воздушные. Ввожу крючок в третью и выполняю соединительную. Далее 2 воздушные. И я продолжаю работу, то есть выполняю мой ряд столбиков с накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4 и 5. И давайте посмотрим. Вот видите, все мои бисеринки на лицевой стороне. И напоминаю, мы с вами находимся на изнаночной стороне нашей работы. Вот лицевая сторона. И мы продолжаем выполнять нашу тесьму. Смотрите, с этой стороны теперь мы будем выполнять точно так же, как и здесь. То есть арочку с бисером. Сначала мы выполняем 3 воздушные петли. И далее арочка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Пропускаю одну арку и под эту арку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее работу разворачиваю. И теперь очень легко сориентироваться. Мы с вами находимся на лицевой стороне нашей работы. Бисеринки, значит, должны быть перед работой. Я подтягиваю бисер. И теперь буду провязывать полустолбики таким образом, чтобы мой бисер был по лицевой стороне. Выполняю накид на крючок. И накид выполняю с бисеринкой. Видите, вот таким образом. И под арочку выполняю полустолбик. И считаем, должно быть 9 полустолбиков. Первый готов. Далее накид с бисеринкой. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой и 9. Выполнили. Далее помним, у нас вот вершинка. Мы с вами отсчитываем первая воздушная, вторая и вот третья. Я ввожу в нее крючок
и выполняю соединительную. Точно так же, как и по этой стороне. Далее 2 воздушные. И буду выполнять столбики с накидом и обязательно вяжу бисеринку. Считаем. 1, 2, 3 столбик с бисеринкой и 4, 5. И я остановлюсь и посмотрим, что у нас получилось. Видите, немножко можно распределить вот таким образом самостоятельно. И видите, да, вот наши арочки с одной и с другой стороны. Далее мы с вами продолжаем. И теперь опять же выполняем тот же самый прием. 3 воздушные и арочка из 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее я арочку вот таким образом убираю, именно чтобы она была перед работой. Видите? Под арку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Работу разворачиваю. И по этой стороне помним, да, вот мы сейчас находимся на изнаночной стороне, значит наши бисеринки должны быть за работой. Подтягиваем и начинаем выполнять накид за бисеринкой, полустолбики с бисером. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9 полустолбик. Выполнили. Как и ранее, отсчитываем. Вот вершинка. Далее 1, 2, 3, в 3 воздушную ввожу крючок, соединительная. Далее мы выполняем 2 воздушные и 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. Вот так выглядит лицевая сторона. И мы продолжаем работу. И теперь, как и ранее, я опять же выполняю 3 воздушные. Далее арочка из 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но здесь очень внимательно. Мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. В этом случае арочка у нас будет за работой. Видите? Я ввожу крючок, столбик без накида. Далее я работу разворачиваю. И легко очень ориентироваться. Да, мы с вами на лицевой стороне. Значит, мы должны сделать так, чтобы у нас бисеринки были по лицевой стороне. Полустолбики будем выполнять, чтобы бисер был вот по лицевой стороне перед работой. Накид с бисеринкой и считаем. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 и 9 полустолбик с бисером. Видим. Далее опять же вершинка, ориентируемся, да, 1, 2, 3 воздушная, ввожу крючок, выполняю соединительную, 2 воздушные и выполняю 5 столбиков, и не забываем ввязывать бисеринку в центральный. Я подтяну и вяжем. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. И смотрим, что у нас получилось. Вот видите, какая красота получается. В дальнейшем мы с вами работаем по такому же принципу. Что мы делаем? Я начну выполнение, а вы уже будете продолжать самостоятельно выполнять тесьму на необходимую вам длину. Я выполняю 1, 2, 3 и далее арочка из 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обязательно пропускаем одну арку и под следующую. В данном случае у нас мы вот таким образом, то есть перед работой у нас будет наши арки. Ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Работу разворачиваю и провязываю бисер под арочку. Бисер у нас за работой, то есть по лицевой стороне, да, мы находимся с вами на изнаночной сейчас. Я выполню несколько полустолбиков, 1, 2, давайте еще несколько выполню, 3, 4 и так далее. Я останавливаюсь. И вот смотрите, таким образом мы с вами будем как с одной, так и с другой стороны выполнять наши арки. И мы продолжаем с вами работу. Я, смотрите, вот показываю, выполнила 9 полустолбиков с бисером. И уже выполнила соединительную, как мы с вами ранее делали, в 3-ю воздушную петлю. Выполняю 2 воздушные. И по узору здесь все очень просто. Мы выполняем 5 столбиков с одним накидом. Помним. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. И теперь мы с этой стороны делаем точно такую же арочку. То есть 3 воздушные петли и далее арочка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как и ранее, мы с вами пропускаем одну арку и будем вводить крючок в следующую арку. В этом случае мы наши арочки, да, вот таким образом убираем, то есть они будут за работой. Я ввожу крючок в арку, выполняю столбик без накида. Работу разворачиваю. И мы с вами находимся теперь на лицевой стороне. Будем полустолбики с бисером выполнять, чтобы наши бисеринки были по лицевой стороне. Просто внимательно
Вяжите, все очень просто, но получается очень эффектно и красиво. Накид с бисеринкой, я ввожу крючок и выполняю. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Напоминаю, у нас должно быть 9 полустолбиков. Я выполнила 9 полустолбиков и уже выполнила соединительную. Далее я выполняю 2 воздушные, накид и выполняю 5 столбиков с накидом, но не забываем выполнить 1 столбик центральный с бисером. Выполнила 2, далее бисериночку подтягиваю, накид, ввожу крючок и выполняю столбик с накидом с бисеринкой и 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее мы опять с вами выполняем 3 воздушные, арочку из 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем арку, ввожу крючок, видите, да, то есть здесь перед работой я убираю наши арки, ввожу крючок вот таким образом, столбик без накида. Далее работу разворачиваю и выполняю наши полустолбики с бисеринкой. Так мы с вами будем выполнять нашу ленту, тесьму на необходимую нам длину. Мы с вами выполнили вот такую потрясающую тесьму или ленту на необходимую нам длину. И я покажу, как завершить наш проект, чтобы он аккуратно, красиво и симметрично смотрелся. По узору я начинаю выполнение с этой стороны арочки. И здесь единственное отличие. Вместо 3 воздушных в начале я выполняю 2. Раз, два. Далее опять же арочка из 9. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаю арку, ну то есть все точно так же, как и ранее. Да, ввожу крючок в следующую, столбик без накида. Работу разворачиваю, подтягиваю бисеринки. Мы находимся на изнаночной стороне, поэтому выполняем накид за бисеринкой и полустолбики 9 штучек выполняем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8 и 9 полустолбик. Выполнили. Далее смотрите, я ввожу крючок, теперь первая, вторая, вот воздушная петля, выполняю соединительную. Далее я выполняю соединительную в следующую воздушную, вот таким образом подтягиваю хорошо и вершинку столбика, и опять же хорошо подтягиваю. Нить можно обрезать и убрать вдоль полотна по изнаночной стороне. И вот у нас вот таким образом красиво, аккуратненько получится с вами. И необычно. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать просто потрясающую ленту или тесьму. Так она смотрится в темном цвете. Давайте изнаночку посмотрим. Видите, мы с вами бисеринки ввязывали только по лицевой стороне, именно в центре. Очень нежно, красиво смотрится. Так наша тесьма смотрится в бирюзовом цвете. Тоже, видите, вот нежно, очень красиво. Обязательно пишите в комментариях, какой вариант вам больше понравился.
И бисер здесь, видите, совершенно другого цвета, прокрашен изнутри серебром. Опять же, вы можете использовать буквально любой бисер, любого цвета пряжу. И обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать. Можно использовать как украшение на шею, на ручку можно использовать. Видите, да, вот потрясающе просто смотрится, нежно, красиво и очень необычно. И опять же можно использовать для декора манжета, нижней части изделия, горловины или просто декора какого-либо изделия. Очень нежненько. Ну и в то же время вы могли убедиться, вяжется очень-очень просто. Вот так. С другим бисером. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Не забывайте ставить лайки, как я уже говорила. Это помогает распространять видео. И видите, просто нежнейшая получается тесьма или лента. Напоминаю, это моя авторская разработочка. У меня на канале огромное количество моих разработок с бисером. Я просто обожаю эту тему. И, конечно же, люблю ее. И призываю вас вязать, не бояться, с бисером и бусинками. До новых встреч и творческих вам успехов!